Цель сеанса. Полностью освободиться от антимира. Убрать все подключки, крючки, зацепки, убрать из своего пространства все утечки энергии, все эгрегоры, расторгнуть все контракты и соглашения во всех воплощениях, временах и пространствах. Убрать из своего пространства магию, насилие, колдовство, кармические узлы, привязки к другим людям, программы жертвы, предательства, лжи, смерти, восстановить память, разум, сознание, вернуть свою целостность, все частички души, вернуть себе гармонию всех тел, правильную работу энергоцентров, благополучие, счастье, здоровье, во всю карму антимиру, наладить финансовый поток и убрать все блоки, мешающие ему, расторгнуть все соглашения, контракты с отцом. Его зовут Юрий, он недавно умер, и помочь его душе. Запрещаю рассматривать мое эфирное ДНК, отменяю эту ситуацию, запрещаю изменять прошлое, влезать в мое пространство посторонним, и в том числе и через сны. Найти самый первый контракт с Ильназором и расторгнуть его. Детство. Желаю очистить свою жизнь от 3 событий в самом начале моей жизни, расторгнуть контракты и соглашения, если эти события с ними связаны. Первое, хочу знать, когда у меня появился дополнительный путь проводимости в сердце, и отменить это событие. И, возможно, там какой-то контракт с этим связан. Второе, отменить момент, когда возник паралич по левой стороне тела, отменить его. И вот около месяца после моего рождения у меня случился приступ тахикардии с потерей сознания. Я хочу знать причину и отменить это событие. Я хочу родиться абсолютно здоровой. Также отменяю решение ходить в детский садик. Этот период жизни я вообще не помню. Я помню себя только примерно где-то с подросткового возраста. После садика я стала замкнутой, молчаливой, запуганной. Я отменяю все программы, блоки, страх, стыд, унижение, которые разрешила на себя нацеплять в тот период. Финансы. Отказываюсь подбирать монеты с пола, когда я дежурила в столовой в школе. Мне родители всегда давали деньги на обед, и голодной я бы точно не осталась. Но почему-то там этих денежек было много, валялись там под столами, где-то под батареями. И вот ходила их собирала, брала себе. Кто-то потерял. Эти деньги я их себе брала. Отменяю. Когда закончила учиться, пошла устраиваться на работу в бухгалтерию. Там нужно было принимать деньги от студентов за учебу. И 2 дня меня стажировала какая-то толстая, противная женщина, похожая на жабу. Она вот смотрела на меня, а я не могла посчитать деньги. И у меня по-разному все выходило. 4 раза буду считать, 4 раза по-разному. У меня вот как пелена на глазах. У меня картина мира не складывалась. На работу меня, конечно, не взяли, а эта женщина сказала мне, когда я уже уходила, что, мол, деньги это не мое, и мне вообще лучше с ними не связываться, чтобы не портить себе нервы. Вот суть была примерно такая. Потом я об этом забыла, а когда устроилась на другую работу с кассой, у меня вот тут прям понеслось. У меня почти каждый день были недостачи, и я даже не удивлюсь, если у меня там подворовывали. Я не видела, но не удивилась бы этому. Я хочу убрать причину денежных потерь и вернуть весь растраченный, потерянный потенциал. И вот ситуация с работой. Сейчас я не работаю. И вот я заметила, что со всех работ меня либо сокращали, либо оптимизировали на мне расходы, либо задерживали зарплату, мне приходилось увольняться. Либо как-то так постепенно нагружали работу, что там работать уже физически было невозможно. А сейчас я уже, так вот, получается, что больше 3 месяцев на одном месте не могу удержаться. Приходится тоже опять какие-то обстоятельства, и приходится увольняться. И вот я тут вспомнила, что вот я в одном месте работала где-то примерно около 5 лет, и это место мне прям очень нравилось, мне там работать. И у меня там случился конфликт с начальницей. Поначалу у меня с ней были вообще хорошие отношения, где-то 1,5 года. А потом что-то случилось, и она вдруг на меня стала как вот собака накидываться. Непонятно из-за чего. Причем это заметили вообще все сотрудники. И как-то я вот буквально 2-3 дня назад
мне снился сон, и вот мне какие-то во сне люди, знакомые и незнакомые, попадались, и все мне про нее говорили. Вот ты знаешь, Юля, вот как у Юли дела? И вот прямо все мне это Юля, Юля. Я, когда проснулась, то вспомнила, что на одном из корпоративов ко мне подошла чья-то жена из какого-то сотрудника и сказала про нее, что да она же тебе завидует. А мне на тот момент это показалось какой-то глупостью, что ли, ерундой. А вот сейчас думаю, может быть, и не ерунда. И после того, как в итоге меня оттуда уволили, сократили на мне расходы, скажем так, ушли мне оттуда, я почти год не могла найти работу, куда устроиться. Причем я уже вот приходила с документами в отдел кадров устраиваться, там кто-нибудь прибегал с квадратными глазами и орал: что вы с ума сошли, это место занято, для кого-то мы его держим, кого вы берете. И вот так было несколько раз. Вот прям уже обещают, в последний момент перезванивают: вы нам не подходите. И так было несколько раз. Я хочу убрать эзотерическую причину невозможности найти для себя дело, которое приносило бы достойный доход. Теперь вот про сны. Мне снилось вот тоже не так давно, что я маленькая девочка, и мне подарили коньки. Я так радуюсь, а смотрю на ноги, а на них туфли. И вот на левой ноге туфель синий-зеленый блестит, переливается, а на правой синий-белый в полосочку. Думаю, что это за подарок, кто мне его подарил. Так, что-то не проснулась и не поняла. И потом мне часто снятся сны, что я нахожусь в каком-то здании, учебного заведения, что ли. Хочу оттуда уйти. Ищу выход, там бегаю по всем коридорам, во все двери заглядываю, а выхода нигде нет. Навстречу идет какая-то женщина и говорит: а мы о тебе так заботимся, почему ты хочешь уйти от нас? И идет по своим делам, а я продолжаю искать выход, а потом вспоминаю, что я летать умею, поднимаюсь на второй, третий этаж и выхожу в окно и лечу. И при этом вот прям лечу и понимаю, что меня прям как что-то держит, то ли привязано к чему-то, то ли на ногах что-то у меня тяжелое, и меня к земле тянет. И вот этот сон подобный мне много раз снился. И вот еще тоже такой же вот сон, что я нахожусь примерно в том же здании, там идет какой-то спектакль или шествие. И я понимаю, что мне там делать нечего, мне нужно, прям какое-то разочарование на меня такое нападает, что мне отсюда нужно срочно уходить. Я вдруг вижу у себя на руках, замечаю перчатки. Причем сначала серые снимаю, какие-то золотые, белые, еще одежду какую-то себя стаскиваю. И вот потом вижу, вроде все, я, кажется, я с себя все сняла, увижу какую-то девушку впереди меня. Она такая так уверенно идет, думаю, пойду-ка я за ней. И вот она куда-то спускается вниз в подвал, и я за ней там хожу. Думаю, куда же меня опять понесло? Какие-то подвалы, как же отсюда вылезти? К какой-то двери подхожу, открываю ее и оказываюсь на улице. Наконец-то светлый белый день, но у меня какое-то вот ощущение, что я с себя что-то еще не сняла. На мне как будто как комбинезон или вот какая-то одежда прям на все тело. Я от нее не понимаю, как мне ее снять. И что это такое вообще? И вот еще такой сон, что я иду по городу, по знакомым улицам, и вдруг попадаю в какое-то незнакомое абсолютно место. И там высокие дома, и все из глины, там все коричневого, красно-желтого такого цвета. Огромные дома, и они близко друг к другу стоят. Я вот между ними там хожу, и опять не могу найти выход. И потом у меня такая мысль: надо найти такое вот выражение «точка входа». Думаю, что-то я вот просыпаюсь с мыслью, я в такие точка входа, какое-то для меня выражение, я его в жизни не употребляю, мне оно кажется каким-то сильно эзотерическим. Откуда оно взялось, даже не знаю. Я во всех этих снах все время себя какой-то потеряшкой чувствую. Что вот как в сказке: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот это вот как про меня. Теперь вот по здоровью. Ноги. У меня с летом, в общем, я подвернула ногу правую.
И у меня вот хромота была все лето. Сначала я раза 3 правую подряд прям ногу подворачивала, еле ходила. Потом правая нога у меня стала нормальной, перекинулась все на левую. Я очень сильно хромала, и вот буквально несколько вот недель, недели 2 это прошло, и то пришлось идти к мануальному терапевту. Но при этом до конца у меня не прошло. Вот у меня прям ощущение, как у меня какие-то палки, что ли, в ногах, и вот что-то прям мешает. Ноги холодные, вот от колена и ниже, даже не холодные, а ледяные. Также еще так болела поясница чуть выше, ниже, позвоночник, вот шея, вверх шеи и горло. У меня в горле обнаружили кисту. И даже из этой кисты год назад меня опять же не хотели брать на работу. Мне пришлось там оббежать 2 недели, бегала по всем специалистам, чтобы доказать, что при кисте работать можно, в принципе, за компьютером. Это не опасно. Все время были какие-то вот препятствия. Что касается вот эзотерики, я отказываюсь от вызывания духов во всех воплощениях, временах, от Цельнозора и от всех его помощников, от религии и от всего, что с этим связано. Я уже отказывалась раньше и отказываюсь еще раз, чтобы эта дрянь ко мне больше не приставала. Хочу передать информацию об освобождении моему роду, папе Юрию. Я вот буквально день, нет, 2 назад он приснился, что он мне хотел помочь. Я лезла на какую-то гору, постановилась, чтобы по сторонам посмотреть, ну, куда мне дальше лезть. Он хотел мне помочь, то ли подтянуть, то ли подсобить мне как-то. И под ним провалилась земля, и он прям куда-то вниз туда полетел, высоко, низко. Я даже не знаю, куда ничего. Больше я там его уже не видела. Так, ну и передать информацию об освобождении всем, кому нужно, и всем моим умершим родственникам. Вот к Цельнозору, я от него уже отказывалась, я просто смотрела там его ролики, вот этот значок его и шарики. Дальше бы я не уходила, но дальше бросила его смотреть. От этого я уже отказывалась. И плюс еще я поняла, что вот с маятником тоже это разбирали в прошлый раз, что это тоже вызывание духов. Я от этого отказывалась и отказываюсь, и вообще больше все это выбросила, не касаюсь вообще этого. А духа вот так специально не вызывала? Да, вот так вот специально я не помню, чтобы я их вызывала. Угу. А вот эти цельнозоровские шарики типа призывала? Ну да, в самом Или начале просто смотрела? я смотрела и думала, мне бы тоже надо попробовать так. Ну, я не знаю, Хорошо, получилось у попробовала. меня. Да, наверное, получилось. Чуть. Ну, попробовала. Да, Оно, знаешь, это срабатывает принцип чистому чистое все, а не чистые, не чисто это, ничего. То это я есть, уже тоже. да, то есть он как бы вот этими эзотерическими штучками, магией, как бы это как сработало как лакмусовая бумажка. То есть, с одной стороны, то есть нужно э, его за это простить, скажем так. И себя за это тоже нужно простить, то есть отпустить. То есть это понять, как оно работает. То есть да, это его ответственность перед Ну, это, да. Вселенной за его вмешательство в пространство других людей. Это его ответственность, это его решение. То есть каждый человек имеет право делать, что он хочет. Да? То есть если он работает таким образом, чтобы испытывать людей, то есть он как о чертях говорят, что черти делают, как бы подножки ставят. Ну, он у нас так и проявлялся, как нефилим. Нефилим в переводе означает тот, что сбивает с ног. Да, то есть тот, который делает человеку препятствия специально. Вот. Это его право. А с другой стороны, посмотри на эту ситуацию таким образом, что где-то глубоко в твоем подсознании есть какие-то вещи,
которые это все притянули. И когда это притягивается, то то, что в нас, то есть мы видим снаружи, вот это плохо, это неправильно с нашей точки зрения, да? А что во мне есть? И оно вытягивает наверх и дает возможность на это посмотреть. Потому что если бы было все у всех хорошо, то это было бы невозможно найти. невозможно было бы найти, да, потому что, ну, так психика работает, когда у нас все хорошо, тогда никто ничего не ищет. Мы ищем причину тогда, когда есть какой-то повод для этого. То есть простить его, простить эту магию, эзотерику, этих всех колдунов, этих всех людей, и постараться вот так. И простить себя, да, вот какая я молодец. То есть была такая ситуация. Но сейчас оно действительно вышло у тебя больше всего, вот эта женщина-жаба. Ты не знаешь, как ее зовут? Я вообще не помню, как ее зовут. Да, вот. То есть она проявилась, то есть она заложила вот очень хорошие у тебя аспекты, вот основу этих неудач. То есть, а причина где-то кроется глубже, скорее всего, именно в детском саду. Потому Ну, что там я детский прямо сад. вижу, как там закрыто. То есть там как пустота какая-то, провал. Я очень долго пыталась вспомнить. Я вот помню дорогу, в общем, помню там даже, как вот все выглядит. Помню что только, в общем, что со мной никто не дружил, не играл. Я там одна сидела. А подробностей, вот сколько уже лет я пытаюсь это вспомнить, наверное, года 3, может быть, у меня вот как закрыто. Вот А у меня вот эта воспитательница, помнишь ее? я даже как они выглядят не помню. Вот для меня они вот как силуэт примерно. Ну, какая-то женщина. Ну ясно. Ну что, это все? Идем Мгм. трудиться? Да. Хорошо. Виктория, ты в эфирном пространстве. Как будто бы да. Угу. Так, хорошо. Найди в эфирном пространстве на счет 3 эфирное тело Натальи. Наталья. 1, 2, 3. Так, почему-то я ее начала искать. И вижу, что как-то пространство такими слоями появилось, такое как черное, сверху такое белое, как слой туч таких каких-то. И появляется Наталья. Она идет как будто между какими-то пространствами, а сверху тоже такая, как плита. И вот здесь, с правой стороны, вот здесь какая-то сетка. Такой кусок. И от этой сетки, ну, да, черная сетка, и идет подключка в сектор магии. И подключка такая, как очень плотная, как жгут. Прям считывается такое напряжение там. Угу. Так, Ага, считаешь? да, считываю эфирное Угу. ДНК. Угу. Так, сейчас вижу Угу. Что? какая-то ситуация, как будто сейчас я отсоединюсь. Идет картинка, что как будто бы аквалангист под водой, Угу. и кто-то его как бы топит, а сам стоит в секторе магии, и такой большой, а, и просто смотрит, как он тонет. Угу. Так, сейчас я отодвигаю эти все Отодвигай. картины. Угу. Все эти ситуации отодвигай, Виктория. Читай эфирное ДНК Натальи. Она ли Да, это? это Наталья. Она вот так отмахивается от этой сетки, паутины. Угу. Да, это она. Угу. Спроси Виктория ее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает. И Угу. вот так руки мне показывает, протянула, а у нее в руках
такой шарик, как металлический, вот такой большой. Как будто бы она взяла с такой сеткой, и сетка, как будто бы на руках сетка, и она взяла этот шарик, там лежит. А он так странно сверкает. Мгм. Как этот шарик считывается, Виктория? Он считывается как глаз, и буквально считывается как глаз динозавра. И подключка от него идет в сектор магии и в сектор интерферента. Мгм. Приказывай тому, кто находится в секторе магии, проявиться в соответствии физической ДНК. Вижу, стоит какая-то женщина, и вот так указкой бьет по руке. Мгм. Приказывай этой Да, женщине назваться, кто она такая. она говорит, что она воспитательница. И вижу такую малюсенькую девочку, которая стоит возле нее в эфирном плане, ну так, как будто бы человеческий рост, а девочка там 10 сантиметров. Вот такая малюсенькая, считывается погребена. И очень негативные энергии на ней. Это Наташа, да. Мгм. А что значит, Виктория, погребена? Я вижу, что вот эта картинка, что как будто под водой Мгм. пытается всплыть и пытается дышать, но на голове такой, как скафандр какой-то круглый. Круглая штуковина на голове и такие подключки, как, ну, чтобы воздух шел на эти каналы. Шланги. Шланги в секторе интерферента. И там считывается огромный, как динозавр, существо. То есть энергии считывается. Эфирная ДНК энергии– это как динозавр. Мгм. Считывается дух пожирающий. Ну, так, а вот это в скафандре, получается, Наталья, читая информацию, кто Да, это? это программа, это учительница, она вот так смотрит, считывается с презрением на Наташеньку маленькую. Мгм. Так, приказываю этой женщине назваться, как ее зовут. Она вот так откинулась на стул, вот так как-то нога за ногу, так вальяжно. Сначала сказала Ольга, а потом сказала, так, Марья Ивановна. Так, приказываю отвечать истину. Кто она такая? Она говорит, я ее воспитательница, укол. И вот так показывает, как она этой указкой вот сделала вот точка входа. Мгм. Сейчас я посмотрю, где это. И я вижу, что смотрю на эту подключку, оно считывается презрение. И вижу, как эта маленькая девочка, она ее вот так проколола и наискосок. И уколола как в копчик. Мгм. Вот, и там, да, и именно там в копчике произошел, когда я смотрю, там вот эта красная энергия ненависти, да, считывается ненависть, абьюз, образовался такой, как рана, Мгм. как вход. И вот эта черная энергия просто как рванула по позвоночнику вверх. И я вижу, как образовывается вот этот имплант в виде такой сетки. Ну, сетка такая вот, как нависла вот с правой стороны. И вижу, она как раз спровоцировала вот эти
как Наталья идет, хромает, держится за ногу. То есть слышу потерять себя. То есть в то время произошло, как Наташа как потеряла себя. Мгм. Так, учительница, это я приказываю отвечать, что она делает в пространстве Натальи. Но я снова слышу укол. И Так. с этой женщины вот эта энергия этого динозавра огромного. Он такой, как морда такая большая, такие крылышки маленькие, как у курицы на спине. Так. Давай, Виктория, посмотрим сначала, что на физике было в момент этого укола. Что происходило? Что это за событие было? Я вижу, что учительница обижает ребенка. Вот Наташа, она ребеночек, и она плачет. Она громко плачет. Сейчас я спрошу, почему она плачет. Вот слезы. Ну, ребенок плачет. Она говорит, я хочу к маме. Она нуждается в защите. Она хочет, чтобы ее проявили к ней сочувствие и тепло. Так, Она понятно. хочет домой, да. Хорошо, Виктория. Так, я Эта приказываю. учительница, я вижу, она ее бросила, как будто на кроватку. Она ее вот так вот бросила и ударила по попе. Понятно. Она даже трусики сняла, вот так отдернула и шлепнула по попе. А потом начала вот так трясти в ней. То есть у ребенка, вероятно, истерика была, и эта учительница, воспитательница неадекватно себя вела. То есть вместо того, чтобы ребенка успокоить. Спокойно, да. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим, кто в интерферентов. Этот энергия динозавра. Чья это энергия? Хозяина этой энергии динозавра, и приказываю проявиться согласно эфирным ДНК. Когда я смотрю вот туда, оно считывается дух пожирающий, и я вижу, как этот динозавр во рту держит. Считывается человеческий ребенок. Так. Это как программа такая. Так. Кто хозяин этой программы? Приказываю проявиться согласно эфирной ДНК. Звучит Люцифер. Дух обольщающий. Вот так прозвучало. Так, понятно. Обольщающий. Ну хорошо, Виктория. Отсоединяйся от этой ситуации, поднимайся выше. Да. Так, спроси у Натальи, видит ли она эту ситуацию, что произошло с этой учительницей? Да, она видит, и я вижу эту картину. Это женщина-жаба, которая притянулась на этот след. И вот эта точка входа, это как раз и есть вот эта точка входа, которую, вот эта ситуация в детском саду. Вижу, как Наталья сидит, считает, а над ней вот с правой стороны, то есть это воспитательница была в секторе магии, а вот это, да, это тоже стоит как бы в секторе магии, но сейчас я вижу, как она стоит справа,
Да, ну правильно, потому что она как руководитель на работе, Мгм. то есть она руководит, и смотрит на, а, Наталью, а ее это внутренняя сущность, эти ее Мгм. программы так называемые. Вот так поворачивается она и смотрит на эту именно точку, вот, как Мгм. бы за спину. То есть она притягивается таки. Вот, то есть как магнит притягивается к этой ситуации. Мгм. И я вижу, что она гипнотизирует Наталью. У Натальи получается гипноз. А, в глазах эти Ага. круги. Сейчас. И эти круги вот так идут, такие волны прямо в секторе интерферентов. И вот это нет денег, нет денег. Вот туда пошли. Мгм. Так, понятно. Так, хорошо. Давай тогда с этим детским садом, да, сначала разберемся. Да. Так, хорошо. Сейчас Наталья пусть своим сознанием зайдет в тот момент, когда ее неадекватно вела эта учительница, выскажет ей все, что о ней думает, запретит ей насилие и приказываем этой учительнице забирать все ее воздействия, последствия воздействия и призываем силы кармы. Ой, как интересно. Вижу, что она отменила этот каприз. И вижу, как она, ну, Наташенька маленькая, как она вот так, села на кроватку, такая радостная, села на кровать. И, ну, наверное, это укладывали ребенка на сонный час. Мгм. И раз уложилась в кроватку, вот, и вижу, как она быстренько уснула. И в секторе принятия решений это все разворачивается. И я ей передаю, чтобы она приказывала этой учительнице забирать ее воздействие и М. призывала карму, а сама отказывалась принимать ее пространство. Да, вижу, как энергосфера увеличивается, и эту подключку, чтобы Наталья убирала. Мгм. Приказывала этой женщине, Ольга, звучит снова Ольга, Мгм. убирала ее. Вот, ее же руками. Приказываем ей убирать все воздействия, последствия воздействий. Вижу эти сны, вижу сон, эти программы, то есть подсознание дает сигналы, так, прорабатывает эту ситуацию. Подготавливала вот с этих, как лабиринт, дома, вот это все. Мгм. Вижу, как Наталья вылетает просто, и я ей передаю, чтобы вот ей что-то держит, чтобы она во сне вот, да, произошел такой взрыв энергетический, и это все растаяло. Мгм. И вижу, как эта учительница просто ей в рот эта указка залазит. То есть вот эта программа "уколоть", залазит в горло. И я говорю Наталье, чтобы Наталья сейчас освобождала свою горловую чакру и свое физическое горло от этих всех имплантов. Мгм. И вот эту сетку, она вот так сворачивается, скукоживается, и вот эта киста, она уходит. Мгм. Вот это, она прям считывается как ведьма, эта женщина. Вот. Так, ясно. Вот эта А, ситуация, когда она деньги считает. Щас, одну минуточку. Пусть она Ага. хорошенько почистится. Я ей передаю, чтобы она зашла в тот момент и убрала все ее решения вот в детском возрасте, принимать эту магию по отношению к себе и Мгм. убирала вот эти энергии презрения по отношению к ней.
и восстанавливала справедливость. И вижу, как Наталья наступила ногой правой на эту Мгм. подключку, которая вела от сектора интерферентов к сектору магии, к этой женщине. Оно, видишь, как получается, как будто у нее нет интерферентов, но М. интерференты проникают через этих людей-предателей, которые предают род человеческий. И вижу, как Наталья наступила ногой правой на эту подключку. Мгм. Вот. И просто запихивает в рот этой женщине все ее воздействия. И вот эта рука от попы шмяк эту Мгм. учительницу. И она ушла в портал. И Наталья снимает этот имплант, вот эту сетку. Я передаю, чтобы Наталья выталкивала все с ее пространства, Мгм. закрывала все порталы и уничтожала вот эту точку входа в ее пространство. Мгм. Что это как портал, Виктория? Это точка. Ну да, Мгм. так, мы еще к ней потом нужно вернуться, обязательно посмотреть. Хорошо. Вот, а сейчас это снова проявляется, и она вот так скукожилась, эта жаба. Мгм. Вот. Хорошо. И Та женщина в секторе магии делает гипноз. да, Пусть приказывает Наталье, мы приказываем забирать еже руками все воздействия, последствия воздействия. Призываем силы кармы за насилие, обман, за этот гипноз. э, да, я вижу, как это уходит, эти подключки, эти программы. Я передаю Наталье, что она божественная чистая душа, она достойна всего самого лучшего, и она достойна, чтобы а, все блага и деньги в виде подарков, любви и зарплаты приходили к ней вовремя и в любых хороших количествах. Пусть она себе это разрешит и вперед очистит ее пространство от любых претензий антимира к ней. Вот видишь, как оно сработало? Эта Мгм. учительница понизила самооценку, а дальше уже пошло. Я передаю Наталье, чтобы она посмотрела на себя, кто она и кто эти программы. Мгм. И она вот так смотрит на себя и видит, как сияние такое. А эти программы, она говорит, не живые монстры. Я ей говорю, она живая душа, и она хозяин ее пространства, пусть она убирает с ее пространства все эти чужеродные энергии, этих неживых мертвых монстров. Да, Мгм. она это делает, и вижу, что что-то ее держит, как будто бы дергает за ногу. Она вся как ангел светится, а что-то за ногу, за левую ее держит, и по левой стороне такая черная энергия пошла. А в секторе Каком? интерферента вот снова я слышу дух пожирающий, тот же динозавр. Мгм. Так, Так, давай, Виктория, посмотрим, когда этот дух впервые проник в пространство Натальи. Что это было за событие? но впервые это вот это событие, когда учительница вот Мгм. с этой Указка. ситуации, да. Ага. А, а вот это что, кому принадлежит? Там как-то идет вот этот по левой стороне, М. утягивается в сектор интерферентов, и подключка идет в сектор магии. Там вижу, слышу колдун. Так, кто это колдун? Приказываем ему проявиться согласно его физической ДНК. Ой, появляется, слышу корпорация и вижу какая-то, как будто бы кто-то лежит как под стеклянной крышкой. Вот так, как в гробу лежит. Мгм. От этого, так.
Я смотрю, это Наталья. И идет подключка от этой сущности или человек, который там как будто бы наклонился вот так, что-то делает. Мгм. В сектор принятия решений и жертвоприношений. Сейчас я посмотрю, что там происходило, Мгм. какое событие. Вижу пальцы как-то как запутаны в таких, как в сетке. Вижу такой, как маятник. Тын-тын, тын-тын. Мгм. Так. Я передаю информацию ее подсознанию и говорю, что рациональная часть Натальи отказывалась и отказывается от занятия маятником. Мгм. И вижу, что какая-то часть души как будто бы в гробу лежит в секторе магии. Так, нужно Так, а приказывать, кто кто это там за находится. колдун? Кто это колдун? Вот этот я ему приказываю проявить согласно его физической ДНК. И Я вижу этот дух, этот маленький такой в шапочке. О, Илья Монастырский говорит. Мгм. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Натальи. Он говорит, замораживаю ситуацию. И безжизненный, какая-то безжизненная рыба, что ли. Рыба. М. И вижу, как от этого хрустального гробика идет такая подключка в сектор интерферентов, как стеклянная. По ней какая-то электрика пробегает. Какой-то как колба, называется колба, как эгрегор. И вижу, там Наталья вот так скукожилась, вот так сидит, а хвост у нее как у русалки, один. Мгм. Ноги срослись, и такие, ну, как плавник черный. Идет сразу аналогия с этой программой «Чайка», только наоборот оно. Мгм. На ногах. Не на голове, а на ногах. И именно это тянет ее. Так. И это, значит, получилось, когда она маятником занималась? И это связано с этим решением? Я вижу, что на маятник это как ситуация это притянулась, Притянулась, да? притягивается. То есть он, я слышу, доминирует. То есть это вот эти шарики, вызывание шарика, вот это все Мгм. занятие магией. Как последствие. Вот этот символ Цельнозора. А там в этом эгрегоре очень интересно. Да, этот эгрегор, вот, я Мгм. вижу вот это, там пломба, я слышу пломба. Тут видишь как? Вот оно что. Была точка входа. И прямо никто такие слова не использует. Мы тоже такого не слышали. Так она говорила, оно считывается точка входа. Да, так. Вот. Он поставил пломбу на этой точке входа, то есть как бы завуалировал, закрыл и запечатал эту ситуацию, чтобы ну, это действие типа помощников, да. То есть Мгм. помощники помогают не душе, а помощники помогают этим программам, как, не то что проявиться. Конечно, что тот, кто чувственный, тот чувствует, анализирует, и он может сделать правильный выбор и от этого избавиться. Но многих это пугает, и они делают неправильный выбор и остаются поглощенными этими программами. То есть вот это утверждение, что Илья делает типа какое-то добро, проявляя эти программы, это ложь. Это Мгм. это не факт, я слышу. Это ложь. То есть он дух-искуситель, а искушать по законам Вселенной запрещено. Мгм. Вот. И он вот эту пломбу как бы поставил, и поэтому я видела вот как в колбе, как будто бы она плавала и не могла оттуда вынырнуть. То есть вот эти ранние детские
Мгм. стрессовые ситуации, они создали такие неврозы, которые именно занятия эзотерикой, вот этими помощниками не дают возможность распутать этот клубок и убрать эти детские неврозы. Они как будто детонируют постоянно. И мы уже Понятно. видели как, да. То есть они активируют вот эти программы неверия в себя, вот эти Мгм. программы презрения к себе, навязанные другими людьми, то есть эти ложные убеждения. А он, вот Мгм. пломба, там вот это идет пломба, я Мгм. смотрю, вижу прям пломба, такая вот штука. Мгм. Вот мы их видели, они как копеечки такие. Мгм. Виктория, читая информацию, из-за этой пломбы Наталья не может вспомнить эти годы детского сада. Нет, не из-за Дру- этого. Мгм. Это накапливалось, накапливалось. Я вижу сразу же, как нет. То есть это накапливалось, и это привело это к худшему сценарию. То есть если не прорабатывать вот эти детские травмы, то оно накапливается как снежный ком. И этот Илья, вот он в секторе магии, он, то есть не он лично, может, ему это и на физике и не нужно, я не знаю, но это программы, которые в нем Мгм. работают, так Да, эти срабатывают. духи. Да. Мгм. Ну хорошо, Виктория, давай посмотрим. С этим Ильей есть ли у Натальи какой-то подписанный контракт или соглашение? Ну, давай посмотрим. Пусть она сначала может это. С маятником отменит. Да. Мгм. Хорошо. Рациональная Наталья хочет и отказывается от маятником занятия этим вызыванием духов. Пусть она зайдет ее сознанием в тот момент и отменит ее решение заниматься маятником. Покажет тебе, как она это делает. Я вижу, она сидит, вот так держит. И вот здесь, где пальцы, оно почернело. Вот Мгм. эти пальцы, которые держат, считывается замок. То есть она замкнула, считывается, замкнула подсознание. То есть наоборот Мгм. его как-то подвергла вот вторжению этих черных энергий. Мгм. Ясно. И там пошли какие-то цифры, символы, вот это все. Я ей передаю информацию, что иррациональная часть отказывается. Я вижу, как эта энергия, которая бежала вот из сектора магии в сектор интерферентов, она возвращается обратно. И я Мгм. вижу, как происходит. Это здесь тоже точка входа. И М. она вот это вот так размыкает. И здесь такой как круг пошел, и она поднимается в другую реальность свою. То есть она выходит с этой магической реальности, с этих программ, и снимает, она как будто бы вынырнула. И вижу, снимает такую, как желеобразная такая структура. Я ей передаю, чтобы она восстановила ее природные гармоничные э, настройки Мгм. ее физического тела и эфирных тел, и отказалась выстраивать эти чужеродные связи с антимиром, с колдовским эгрегором. Я Мгм. вижу, как она это отпускает, и этот портал закрывается. И оно все выстраивается по-другому. Так, поднимается вверх, и только осталась подключка к левой ноге, к этому Илье. И он так Мгм. и так маленькое все стало. То он большой такой стоял, а сейчас малюсенький такой. И вот этот гробик хрустальный. Мгм. Так, давай посмотрим, когда она впервые с ним в жизни, в любой Мгм. из воплощений Хорошо, встретилась. пусть Наталья покажет, когда она впервые встретилась с этим Ильей в любом из воплощений или между воплощениями.
на любом уровне, когда это произошло впервые. Пусть она покажет это событие. Так, так не сработало. Мое внимание все приковано к этой программе. Я ее рассматриваю, вот к этому гробику. Давай Мгм. посмотрим, когда она впервые туда. Попала. Мгм. Да, Давай это посмотрим, программа. Виктория, это событие, когда она попала в это, с этой программой. Когда эта программа появилась у нее впервые. Что это было за событие? Так, вижу девушка. Мгм. У нее какие-то... она вот идет, у нее программа, как будто бы ноги, не там, где ноги начинаются, а в третьей чакре, как циркуль. Ну, циркуль такой, ну, с коленками, скажем так. И вот так передвигает этот Мгм. циркуль, какая-то энергия из сектора интерферентов. Я вижу... так, сейчас посмотрю на физике. Мгм. Посмотри, Виктория, что происходило в этот момент на физическом плане. Я вижу, девушка одета как, ну, как раньше ходили в таких платьях. Вот, и эта программа. Широкое платье такое, сзади, где спина, такой черный бант. Там кто-то прям как привязался к ней. Вижу, она вот так раз открывает какие-то шторки, усаживается на стул. Мгм. Вижу, она усаживается на стул, пудрит как-то вот так. Это стол, ну, такой А, макияжный, мгм. как Перед трюмо. каким-то выступлением. Мгм. Я не Да. знаю, я просто Мгм. вижу, она так садится Так. на этот стул, считывается, как погрузилась. Села, и этот бант черный, он ее так Мгм. присадил. И вижу, она вот так открывает, раскладывает пасьянс какой-то, Мгм. карты, Мгм. Пасьянс. раскладывает пасьянс, и вот Мгм. так смотрит в зеркало, а там вот эта программа бравого солдата, этот как гусар одет, смотрит. Она в зеркало, и он в зеркало смотрит. И она потеряла сознание. Мгм. Она его увидела, потеряла сознание, упала. Мгм. Это она на И физике увидела, да? да, и я вижу, что ее рука вот так свисает, а на руке черное кольцо. Мгм. И Так. кто-то ее берет и осторожно вот так за руку, за это кольцо, и берет на руки мужчина какой-то. Мгм. И принес ее, положил как типа кровать или кресло Ну, какое-то, типа на кушетку. Мгм. а куда-то положил ее. Мгм. Так. Сам сидит возле нее и бормочет что-то. Мгм. Он сидит как бы на кресле, вот так как-то вот так согнулся, держит ее руку в своих руках вот так Мгм. и что-то бормочет. Так. И это Чего? мужчине приказываю ответить, кто он такой. Он говорит, что он дух господства.
Вижу в нем эта программа «Бравый солдат», то есть всегда готов, как знаешь, как эта программа. Ох, какая быстрая на помощь. То есть вот это при вызывании духа, вот это, который подстраивает, эта программа подстраивает, я слышу, негативные связи, потом устраивает встречу неродственных душ, замужество нежелательное и все такое. Так, и я вижу, он так стоит, эти усы крутит, а на самом деле в нем эта программа этого колдуна с шапочкой. И он так раз превратился в этого колдуна и убежал. То есть это кто-то... Так, кто это? На физике я ему приказываю, этому солдату, то есть этому мужчине, проявиться согласно его физической ДНК. Ну, я вижу, что это какой-то такой толстоватый мужчина. Мгм. И он почему-то говорит, что она должна быть его. Так, приказываю этому толстоватому мужчине отвечать его имя, как его звали в том воплощении. Так. Это звучит странно. Слышу имя Мерседес. А кто Мерседес? Так, кто такой Мерседес? Виктория, считай информацию. К кому это относится имя? Это к Наталье относится, и она почему-то вот так показывает на себя и показывает правую руку, которая вот так как в кулак сжата. А Мгм. он кто? Ему, этому мужчине, я приказываю отвечать, как его имя на то воплощение. Приказываем отвечать. Пока он должен это сделать. Не идет. Призывая карму за молчание, за то, что он не отвечает. Еще раз его приказываю отвечать, как его имя. Он говорит, меня нет. Так, как приказываем отвечать, какое его имя, когда он был? Он говорит, меня не было. Не было? А, Так, сейчас мы что это смотрим. значит? Ага. Сейчас я посмотрю. Угу. Сейчас я посмотрю, это реальность была или это... Навязанное. Угу. Это программа, вот оно что. Это навязанное воспоминание. Угу. Вот, оно вот так, знаешь, как стоит перед ней, как будто бы вот такая толстая тряпка какая-то вот так вот, как будто бы висит. Такая толстая вот это пространство. Угу. Это считывается как... Сейчас я посмотрю. Это программа «Закрыть память». Вот оно. А, закрыть соблазн. Вот оно что. Угу. То есть это скрытие истинных перекосов, истинных вот этих контрактов. То есть эта программа, она как стена вот так. И вижу, что... интересно, кто творец этой стены в любом Угу. из времен. Приказывает хозяину этой стены проявиться согласно его эфирным ДНК. Так, появляются такие глаза, как гипноз. Угу. Вот. Так, чьи-то глаза приказываем проявиться, отвечать, кто он такой. Так, вижу вот этот плащ колдовской, шапочка, этот колдун. Угу. Считывается мафия, корпорация. Там он не один. Угу. Вот.
Это в каком-то воплощении или между воплощениями. Это вот теперь это Илья, а тогда это был Мгм. какой-то колдун, который содействует, ну, как бы вместе в одной группе с... Они считываются, ну, вот типа корпорация монстров. Мгм. Ну, колдуны, да. То есть Да, они понял. как-то... Это совокупность этих духов, программ, которые как бы помогают друг другу. То есть они друг друга сменяют. Мгм. Это как один большой механизм, который запускает, то есть доходит до какой-то точки, буквально как эти, знаешь, есть игры такие, шарик побежал, на что-то нажал, что-то там включилось, что-то там подвинулось, и так целая конструкция зарабатывает, ну, начинает работать, как только кто-то, ну, Мгм. соответствующая ситуация или решение, как пусковой механизм. И Так, я вижу, Виктория. что это имеет отношение к этой пломбе. Снова эта пломба Ильи проявляется. Сейчас нужно посмотреть, когда эта пломба появилась. Мгм. Да, давай сейчас. Давай пока от лишнего, Виктория, отсоединись. Да, От лишних ситуаций поднимемся выше, да. наполнись энергией жизни, гармонии. Да, вышли с этих программ в светлое пространство. Мгм. Давай посмотрим, когда эта пломба появилась. Впервые я Да. вижу, Мгм. что Наталья вот как будто смотрит в экран, и вот с правой стороны этот символ цельнозора как красный, темно-красный, как паутина. Мгм. И я вижу, она берет эту паутину и своей рукой эта паутина превращается в эту пломбу. Именно на копчик. Раз. Прикладывает решение, говорит, быть убитой. И ложится в этот гроб. Вот, сработало. Мгм. Вот. Так, подписывает ли она контракт с этим, с Ильей, когда она решает это сделать? Да, я М. вижу, она отпирается на подсознательном уровне, а ей эти программы, интерференты буквально впихивают ручку в руку. Мгм. Так, что это за контракт, Виктория? Пусть Наталья достанет его, покажет тебе, а ты считай информацию, как считывается этот контракт. Так, сейчас он уже прозвучал, и я Мгм. упустила, пока ты много Вернись. говорил. Мгм. Сейчас. Хорошо. Невозможно отсоединиться. Невозможно отсоединиться. Вот там вот ключевой момент. Снова я вижу, как эта энергия просто течет, как электрический разряд через эту пломбу в этот эгрегор Мгм. власти над душой. Вот этот шар такой. Мгм. Так, приказываю всем сторонам этого контракта проявиться согласно их физических эфирных ДНК. Кто на физике был Так, на физическом, кто на эфирном в эфирном виде. ну, на эфирном плане там проявляются спрут в секторе Мгм. интерференты. Так, подключка идет от спрута к Илье. Мгм. Амона в нем, как рыба сидит. Он как бы проглотил ее. Понятно. Вот почему вот этот хвост. От Моны там остался один хвост. Еще сияет. Все остальное уже поглощено. Вот. И через них уже идет подключка, через, я слышу, признание себя виновной. Мгм. Вот. И уже к этому решению воспользоваться этим символом, этими помощниками.
Так, сейчас я посмотрю, а где же это решение признать себя виновной? Вот это то же самое, что уже было. Это учительница, которая уколола. Мгм. Вот, и оно как зацикливается вот так. Не Мгм. уберешь это, не убирается это. Хорошо, пусть Наталья очистит от ее вины, от признания вины в том момент, когда та учительница ее Ну, я ей проявляла передаю. насилие, да. Смотри, я слышу, я ей передаю, что виновен всегда насильник, Мгм. а не жертва. Да. Жертва ни в чем не виновата. Поэтому она пусть эту всю чувство вины, которое навязала эта дамочка и все остальные люди, которые вот это еще жаба проявляется, Мгм. которая гипнотизировала, пусть она чувство вины свое убирает и отдает тем людям, которые его навязывали. Мгм. Хорошо. Вот Пусть она она, да. встает, это крышка гроба, и я вижу, она берет вот этот как символ цельнозора и так с брезгливостью вот так выбрасывает его, а он как спрут. Мгм. И я передаю, чтобы она сейчас отказалась вообще от взаимодействия с Ильей и отказалась принимать ее пространство, эти чужеродные программы, энергии, и пусть аннилирует вообще это чувство вины, она достойна всего самого лучшего, и ни в чем она не виновата. Виновен искуситель, этот дух-искуситель, вот он М. и виновен, тот, кто искушает праведных, как в Библии написано. Если Мгм. человек искусил самого малого даже, то есть самого недостойного, самого ничтожного человека, потому что с их точки зрения бывают такие люди, но все люди достойны всего самого лучшего, и они светлые и чистые, то лучше бы этому человеку-искусителю не родиться. То есть карма будет жуткая. Мгм. Мгм. Вот. И я ей это передаю, и я вижу, как происходят у нее такие какие-то волнения, волны внутри. И она вот так поднимается вверх, а это все негативное, эти все программы опускаются. Я ей передаю, чтобы она полностью освободила ее пространство от чувства вины, чтобы вот она берет этот как компьютер с этим знаком цельнозора, разрывает и Мгм. отрывает вот эту подключку к этой ситуации непонятной, которую навязывали. Это Ага. Да, это, чувство ложное чувство. Это ложное чувство вины, поэтому на него, потому что это ложь. Мгм. Человек, ни в чем не виноват, он должен просто, если сделал ошибку, ее исправить. Ну, обидел, попросил прощения. Такой Да. принцип, да. Украл, Мгм. верни обратно. Вот. Ну и так далее. Она Так. поднимается вверх. Я ей Мгм. передаю, чтобы она наполнялась светом, гармонией, восстанавливала целостность всех ее эфирных тел, физического тела и призывала карму, приказывала этому колдуну убирать все Воздействие. его вот эти пломбы, Воздействие. Мгм. да, Все импланты пусть забирает его руками. программы, иллюзии, Мгм. пусть забирает. Да, Я абсолютно вижу, все. она и вот Мгм. этот, гроб, эта программа, я вижу, как вот от сектора, она ж привязана была к сектору интерферента, стукнула этого Илью по голове. Вот, и я передаю Наталье, чтобы она, ам, я слышу, вызволяла из плена все частицы ее божественной души и всех ее решений, где она чувствовала себя некомфортно. Пусть она изменит все эти ситуации Мгм. и во благо ее божественной души. Пусть она сейчас, я передаю ей, что она сейчас может родиться заново в светлом чистом пространстве,
абсолютно чистая. Вот она рождается. Мгм. А все эти чужеродные энергии, программы, она вот сейчас, я вижу, это еще подключка отрывается от копчика. Я ей вот отменяет она вот эти программы, по которым она спотыкалась, и вывихи ног были. И вот эта программа, которую ей, вот это как циркуль, это Мгм. навязанная уже программа, то есть это усугубление ситуаций всех предыдущих программ. Вот, она тоже это все убирает. И я вижу, как с нижних чакр у нее упал как груз огромный. И да, я ей передаю, чтобы она наполняла все ее пространство достоинством, славой, гармонией. Ам, Я слышу слово зажиточность. Да, потому что она живая душа, принадлежит, ну так идет, зажиточная вселенная, то есть вселенная, в которой всем всего хватает. И каждый берет по его потребностям то, что для него уже вселенная приготовила. И Мгм. да, я передаю ей, чтобы она наполнялась гармонией, жизнью, здоровьем, а все чужеродные эти, все пространства просто на полную аннигиляцию. И я Отлично. вижу, как она стирает, это все уходит, и открывается вот эта пломба, она на будущем стояла, и Мгм. она уходит, и такой поток света, она буквально как глаза вот так закрывает, но идет в это пространство, которое для нее открылось, Мгм. Хорошо. родилась заново, Родила, родилась и осматривает себя, и вся сияет. да. И Отлично. посмотрела вверх, она седьмой чакре, как 2 рога. Я приказываю проявиться, кому эти рога Хозяина. принадлежат. Хозяину рогов приказываю проявиться. Так, ам, бесплотный дух Мгм. слышу, пока еще никого не вижу. Какой-то Юрий. Отец, может быть, Виктория. Считай информацию, что это за бесплотный дух. Я вижу, что да, это его программы. И я сейчас передаю Наталье информацию. Вот он прицепился вот так, как 2 рога, ну, Мгм. такие подключки к ней, и его программы прицепились. Я сейчас посмотрю. Он у нее с левой стороны находится, Мгм. как возле левой ноги, вот так и по правой, ой, по левой стороне у нее. Так, передадим Юрию информацию об освобождении, алгоритм освобождения. Если он хочет, пусть он отказывается от этих программ антимира, выберет место, где отдыхает душа. И Он привязан к горлу тоже, подключка идет. И его программы такие же, как и программы Ильи, как эта тельняшка, как вампир, Мгм. мародер. Вот. Мгм. Поэтому вот Передадим ему я информацию вижу, алгоритма освобождения. Если он хочет, пусть освобождается. да, говорю ему, но он ушел, Мгм. но какие-то его части остались в антимире. Я ему передаю, что по конам Священной Вселенной он имеет право оставить все пространства, никто не имеет права его удерживать, и что он может сейчас освободиться. Он буквально как будто бы с таких, как из болота, с разных частей вытаскивает свои частицы. Я ему передаю, что он может вернуться в пространство, где отдыхает душа. Произошел такой, как квантовый скачок. Мгм. Он Хорошо. и
Наталья, есть, я ей говорю, чтобы она отсекала все подключки, отпустила отца. Она буквально его не отпустила. мгм, Она буквально как будто бы его не похоронила. И сейчас она его вот так как в землю хоронит. Я вижу, что вот этот гроб, то есть это нагромождение всех этих программ, чтобы она очистила. Он просто ушел в другие пространства, и чтобы она освобождалась. Вот она освобождается от него, и эти рога уходят. Она стирает с информационных полей вот это мгм, все. И я показывает горло. Там такая черная энергия. Я ей мгм, передаю, чтобы она показала тот момент, когда и в этом горле именно вот этот гроб находился, находится, вот это запечатать, закрыть. ага, А, а, пломба. это пломба, да. Я ей передаю, чтобы она приказывала хозяевам этой программы убирать все эти чужеродные программы, энергии. Это отец ей тоже в основу заложил Мгм. этих программ, и оно уходит в антимир, таки слышу. Отлично. А ее горло вот здесь все засияло. Я ей передаю, чтобы она исправила все изъяны в ее эфирном теле и в физическом теле, Мгм, и позволила себе быть абсолютно здоровой, красивой, она гармоничной, мгм. снимает с себя вот как резиновая маска, как будто на ней какая-то голова резиновая была, считывается маска усталости. Она ее снимает. Мгм. Кто-то в секторе магии находится. Кто находится в секторе магии, приказываем проявиться согласно физической ДНК. Так, я слышу так, как счеты, эти косточки, чук-чук, туда-сюда кто-то считает. Мгм. Кто это считает, приказывая ему или проявиться согласно физической ДНК и отвечать, кто она такая или оно. Какая-то Юля. Мгм. Ам, Юля какая-то была Юля. Ага, конфликт с начальницей Юлей было. да, вот Мгм. эта Юля стоит, и она смотрит как в бумажку. Мгм. Вот. И у нее вот эта программа, знаешь, сидеть одним задом на всех стульях. У Мгм. нее, то есть манипулятор. Ну, такой не ярко выраженный, но Мгм. манипулятор, который срывается в подходящий момент, когда есть кого пожрать. Приказывает Юле отвечать, что она делает в пространстве Натальи. Она показывает на эту программу, которая была в секторе интерферентов, дух пожирающий. Она Мгм. подключена, это она проявляет этот дух, дух пожирающий, и она тянется к программе жертва. Она Мгм. разрешает, она говорит, что Наталья разрешает себя, ну, так и говорит, пожрать. Так, ясно. Видит Наталья, что произошло, что она разрешила? Да, Мгм. Хорошо. Пусть тогда Наталья зайдет в тот момент, откажется разрешать и прикажет этой Юле забирать все ее воздействия без руками. я вижу, что это происходит, и вот эти глаза гипнотические, этот гипноз от этой Юлия. женщины, Мгм. жабы, Или так. Юля привязалась как бы на Мгм. ту. Оно вот так уходит, и я передаю Наталье, чтобы она восстановила целостность и гармонию своего связи между сознанием и подсознанием, закрыла все входы чужеродных энергий в ее личное пространство, запретила вторжение всем этим магам, колдунам, насильникам, абьюзерам Мгм. и Восстанавливает. почистила, да. Восстанавливает ее суверенность, восстанавливает. Откажется
предоставлять ее эфирной ДНК, запретит считывать ее. Я вижу, что это Юля, она притянулась на это событие, когда Наташа собирала копеечки. Вот я вижу. То есть Пусть она она на это отменит. притянулась. Я передаю Наталье, чтобы она, вот она Рота. меняет. Она просто от Вселенной вот так берет такие купюры большие денег. Вот. Я ей передаю, что каждый человек получает деньги в согласии с его профессионализмом. А вот эти все чужеродные воздействия, пусть эти манипуляторы убирают прочь. Да, все уходит. Мгм. Наталья буквально вижу, как топчет это своими сияющими ногами. О, у нее уже 2 ножки, все нормально. И Отлично. я ей передаю, чтобы она убирала все чужеродные воздействия, насилие, абьюз, магию. Приказывала всем магам и колдунам, и абьюзерам убирать их магию, их воздействие. Мгм. Хорошо. Она это сделала, и я вижу, как какое-то лицо вот так. Сейчас. Мгм. Что Что это это? за лицо? Приказываю хозяина лица проявиться. А, Она говорит, это чужеродная программа, она находится вот где печень. В пространстве выглядит как такой диск. Мгм. Считывается как вторая личность. Ам, Программа. И Мгм. кто-то привязан в секторе магии. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. А, Я вижу, что там эта учительница есть, и эта жаба, это все, они все, а программа вот как топтать ногами. Мгм. Программа презрения, то есть это программа взаимодействия с этими абьюзерами. То есть эта учительница как бы заложила программу подчиниться ее Мгм. презрению и принять тот факт, что типа это искажение личности. То есть Мгм. это не Наталья как бы не разрешает себе выйти за пределы этого лица, этой личности. И я передаю Наталье, что это чужеродное, пусть она посмотрит, пусть она разрешит себе быть смелой, красивой, успешной, здоровой. А все эти Пусть она эту взаимодействия, программу обратно отдает, не принимает эту программу презрения. да, она это отвязала, и оно как поезд все ушло. Мгм. Я передаю Наталье, чтобы она поднималась в самые высокие пространства и наполнялась энергиями абсолютной свободы, суверенитета, Мгм. красоты, гармонии, уверенности в себе, счастья, достатка. И пусть она себе позволяет всегда во всех пространствах только свободу, только достаток, только здоровье и все самое лучшее. Мгм. Пусть призовет, что какие есть еще частицы ее души, потенциала, энергии, денежные энергии. Пусть призывает то, что она потеряла, обратно очищает, восстанавливает справедливость, а всем насильникам, колдунам отдает, призывает карму. Я вижу, как ее со второй чакры, у нее ушел такой блок, как будто бы скорлупа ореха какого-то вот так раздвинулась. И в этот момент ее вижу руки, которые держали вот этот шарик. Мгм. Просто вот так и этот шар падает, а с рук, и все сияние идет. И вот Отлично. она, да, слышу, она говорит, я свободна. Я ей передаю, чтобы она избавлялась от этих всех программ, чипов, имплантов, чтобы она по-настоящему сейчас родилась заново, снова и начала свою жизнь
сегодняшнего момента в свободном, чистом пространстве, где царит гармония, любовь, благодать, красота, здоровье, все самое лучшее для нее. Мгм. То есть она принимает все богатство от Вселенной, которое она хочет, все наши желания исполняются. Да, это лицо уходит, и ее лицо я вижу Мгм. живое. И она говорит, ну так ко мне говорит, благодарю, Вика. Мгм. Хорошо. Вот, Виктория, вы про Юлю сказали, вот прям точно. Лучше и не придумаешь, как их характеризовать. Я даже это услышала, думаю, прям как вот с нее. Сидит Что на всех удивилась. стульях. Ну, надо же. Да, Главное, чтобы ты себя хорошо чувствовала. я надеюсь. Да, И А вот это- эта пусть. практика родиться заново, это самая лучшая практика, которая только может быть. Вот, смотри, ты дышишь, ты работаешь над собой, и поэтому все было вокруг этого воплощения, вокруг этих конкретных случаев. Это очень хороший, показательный, примерный сеанс, то есть по всем канонам, скажем так, э, правильно направленной усилий. коучинга, скажем так. Да. Потому что коуч – это тренер. Мгм. Есть цель, то есть человек тоже может быть тренером сам для себя. Я знаю мою цель, и я к ней иду. Можно долгими окольными путями ходить по темным лесам своих прошлых жизней. И сейчас мы сегодня увидели, то есть эти программы, они пытаются создать иллюзию каких-то прошлых, да. Все, один раз контракт расторгли, на этом закончилось. Никто не имеет права к человеку больше предъявлять никакие претензии. Если человек что-то сделал неправильно, это его воля, это его право делать правильно или неправильно. С точки зрения человека, все, что он делает, все правильно. Вот. И то же самое, я от этого отказываюсь, я рождаюсь заново. То есть обрезал все вот эти подходы к себе. Не надо вот это мурыжиться, лазить по каким-то своим прошлым воплощениям, искать то, чего нет. Нельзя посчитать то, чего не существует. Писал в притчах Соломон. А вот то, что мы знаем, то, что мы можем, как бы говорится, потрогать руками, то, что с нами происходило и происходит в реальности, вот это имеет значение. Да, еще я, конечно, поняла, что намного было бы лучше писать аспекты, когда хорошо помнишь сам, особенно детство. Мне было немного, ну как, трудновато написать, потому что я, получается, свое детство, если сама не помню, то мне с чужих слов его записывать нужно, своих впечатлений, вот как бы я не Не пыталась. надо. Смотри, если ты понимаешь, как это работает, если у тебя есть импульс, твоя память подсказывает, подсознание же все знает, и оно тебе говорит, что детский сад, это же ты не просто так сказала, то есть ты дала направление, куда. То есть ты уже, там уже эта дорога к памяти была расчищена. Значит, Потому что если в я детстве помню, то происходит, уже хорошо. конечно, то есть это вот это ты разрулила. То есть сам принцип, очень хороший сеанс, прекрасный, показывает, как эти темные искусители работают, а потом они рассказывают, какое они добро несут людям. Это, конечно же, ложь. Искуситель получит карму за свое искушение. Вот. И тот, кто пытается рассказывать, что зло тоже нужно для того, чтобы проявлять там что-то, еще что-то, это ложь. Каждый человек должен идти своим собственным путем. Каждый насильник будет получать карму. Он будет наказан. Ну, хорошо.
Вот. И поэтому не привязываться, отпустить всех и все. Сейчас такое время, что нужно просто все отпустить. Просто разрешить себе быть красивой, счастливой, здоровой, и все будет происходить так, как сейчас такое время, что даже нельзя думать что-то негативное, только позитив, потому что вот так может все исполняться.